Всем привет! Вы на канале Рукарс. С вами Дмитрий Береснев. И это краткий перевод Дня инвесторов Тесла. Привет! Мастер-план. Третья часть. Вся история очень проста. Она очень связана. Мы, конечно, опубликуем большое, длинное письмо о том, как мы к этому пришли со всеми расчетами. Но основная мысль в том, что мы можем прийти к миру изобилия, который сможет поддерживать гораздо большее количество людей возобновляемым образом. И меня очень часто шокирует, как малое количество людей действительно это понимает. Поэтому давайте мы проведем вас через эти вычисления о том, как мы можем прийти к цивилизации возобновляемой энергетики. Для того, чтобы открыть, текущая экономика, безусловно, энергетическая экономика, очень грязная и очень неэффективная. Больше 80% источников энергии добывается, и только 1/3 из них превращается в эффективную работу. Если вы вводите автомобиль, бензиновый автомобиль, меньше трети, около 25% энергии, которая содержится в бензине, в движение. Все остальное просто превращается в тепло, которое не приносит никакой пользы. Количество энергии, которое необходимо для того, чтобы добыть нефть, переработать и транспортировать бензин до заправки, тоже сюда входит. Поэтому, если посчитать все вместе, то меньше 20% всей энергии, содержащейся в нефти, превращается в движение вашего автомобиля. Когда мы видим, как люди вычисляют, что нужно для того, чтобы перевести Землю на возобновляемую энергетику, они, как правило, почему-то считают, что энергии потребуется столько же, но это неправда, потому что большая часть энергии в современном процессе — это просто потеряно тепло, это неэффективность. Поэтому за счет эффективности как при использовании, так и при добыче мы можем уменьшить количество потребной человечеству энергии вдвое и при этом решать все проблемы. Поэтому целая половина решения заключается в переходе на возобновляемые источники энергии. Мы стараемся на протяжении всего сегодняшнего мероприятия скорее придерживаться пессимистических оценок. Но давай расскажем о том, как работает наш мастер-план. Основная идея в том, чтобы существенным образом увеличить производство батарей и средств хранения энергии. Около 240 тераватт-часов нам потребуется. То есть, если вы посмотрите на необходимость хранить энергию тогда, когда ветер не дует, а солнце не светит, вы увидите мощность, которая нужна при производстве возобновляемыми источниками, это около 30 тераватт-часов. Около 30 тераватт. Соответственно, для того, чтобы ее хранить достаточное время, это около 240 тераватт-часов. И надо понимать, что здесь мы будем говорить об инвестициях, огромных инвестициях, которые нужны для того, чтобы к этому прийти. Всемирная экономика около несколько больше 100 триллионов. За 10-20 лет это будет всего 0,5% глобальной экономики. В 2022 это число составило бы 10% глобального ВВП. И около половины энергии всего лишь нам потребуется. Также очень часто нас спрашивают, сколько потребуется площади Земли. Ну так вот, это меньше 0,2% от поверхности Земли. То есть возобновляемая энергетика займет на планете меньше места, чем современная энергетика. Давайте пойдем в детали. 5 основных областей. Первое. Возобновляемая энергетика на текущей сети. Затем переход на электромобили. Переход на тепловые насосы, средства получения высоких температур, и затем перевод
самолетов и судов на возобновляемое топливо. Мое мнение заключается в том, что с увеличением энергетической плотности батарей вы увидите, как все способы перевозки перейдут на электричество, кроме ракет. Давайте начнем с текущей сети и как запитать ее с помощью возобновляемых источников энергии. Видите, 24 тераватт-часа батареи нам потребуется, 10 тераватт мощности производства и около 800 миллиардов долларов. На данный момент мы решили эту задачу примерно на 35%. И, как вы видите, скорость, с которой эта доля увеличивается, все растет, поэтому буквально несколько лет потребуется. Затем переход на электромобили. На данный момент наш прогресс 21%, и Тесла здесь очень многое делает, как вы знаете. Производство электромобилей выросло на 59% в прошлом году. И вот такое небольшое представление наше о том, какие основные сегменты будут. Наша цель здесь — это как минимум 20 миллионов электромобилей. И одна из причин, почему это так важно, это, конечно, эффективность использования энергии. Tesla Model 3 в 4 раза более эффективна от источника энергии до, собственно, машины, чем Toyota Corolla. За счет более эффективного хранения, производства и передачи электричества. Затем тепловые насосы в домах, бизнесах и промышленных предприятиях. На данный момент тепловые насосы применяются в огромном количестве задач до 200 градусов Цельсия и выполняют множество функций. И здесь наша задача очень проста. Просто заменить все обогреватели на тепловые насосы, поскольку они как минимум втрое более эффективны, чем обычные обогреватели. Затем для перехода, для электрификации высокотемпературных производственных процессов, все, что больше 400 градусов Цельсия, цемент, сталь, все, что требует высоких температур. У нас есть здесь решение, есть специальное оборудование, которое может позволять нагрев до 1500 больше. И все, что связано с химикатами. У нас есть водород, который может полностью заменить уголь. И, например, производство тонны стали с помощью водорода, в отличие от угля, позволяет во много раз сократить потери энергии. И, наконец, очень важная часть — это самолеты и суда. Суда — это 5% всемирных выбросов. И здесь очень просто. Даже с текущими литий-фосфатными аккумуляторами мы можем перевести весь существующий флот судов на батареи. Для самолетов уже есть необходимые аккумуляторы, но они достаточно дорогие и пока решают только задачи коротких перелетов, но мы можем перевести их на возобновляемые источники топлива. На самом деле, для того, чтобы перевести корабль или самолет на литий-ионные батареи, вам нужно полностью его переделывать, поскольку это другой источник энергии, другая архитектура. Эффективное использование массы даже сейчас может позволить построить самолет при энергетической плотности около 450
ватт-часов на килограмм. И даже сейчас тоже возможно. Если совместить все эти усилия, то мы придем к тем цифрам, которые мы показали в начале презентации. 30 тераватт мощности, 240 тераватт-часов батарей и стоимость около 10 триллионов долларов. Разумно ли это? Подсказываю. Да, это вполне возможно. Скорость роста, которую сейчас показывают эти технологии, нам нужно всего лишь 3 раза вырасти в количестве солнечных батарей и ветряков. Это очень легко. С батареями нам нужно вырасти в 29 раз, но они выросли за прошлый год на 59%, не выглядит проблемой. Ну и, наконец, с батареями мы растем на 65% в среднем с 2016 года каждый год. Поэтому очевидно, что этот разрыв мы сможем также довольно быстро преодолеть. И, конечно, наша цель на этих страницах достичь этого максимально быстро. Как бы нам теперь понять и оценить необходимые инвестиции? Илон сказал, что это около 10% всемирного ВВП за год. Еще один способ понять этот объем — это сколько в прошлом году мы инвестировали в ископаемые источники энергии. В прошлом году это было 14 триллионов. Итак, для того, чтобы перейти на возобновляемую экономику, нам нужно инвестировать всего 60% годовых инвестиций в текущую энергетику. А с точки зрения добычи, вот, смотрите, все эти грузовики представляют всю текущую добычу минералов и руды. Это около 60 гигатонн. Каждый грузовик — это гигатонна. А в возобновляемой энергетике это будет выглядеть вот так. Таким образом, мы видим, что добыча, необходимая для возобновляемой экономики, уменьшается. И на базе поэлементного сравнения, смотрите, вот что нам нужно с точки зрения конкретных химических элементов в сравнении с оцениваемыми запасами соответствующих минералов только в США. Ну и, наконец, как многие люди думают, что ресурсов становится меньше, но на самом деле, пока мы добываем ресурсы, ищем их, мы видим их все больше и больше. Поэтому, видите, доступны на данный момент объемы никеля, лития, кобальта, меди не растут. И в конечном итоге все эти минералы и их добыча будут не нужны, поскольку мы будем перерабатывать уже созданные батареи, и нам будет очень небольшое количество руды потребно на как минимум 10 раз. Итак, экономика, энергоэффективная экономика, основанная на возобновляемых источниках, абсолютно реалистична. И это самое главное сообщение сегодняшнего дня. Мы хотели бы сегодня обратиться не только к нашим инвесторам, которые владеют акциями Tesla, но ко всем людям, которые заинтересованы в будущем планеты и хотели бы сказать, что наша надежда и наш оптимизм базируются на абсолютно четких, понятных, проверяемых вычислениях. Может ли мир перейти на возобновляемую энергетику? Да, может. И он точно на нее перейдет уже при вашей жизни. Спасибо. Хочу пригласить на сцену Ларса и Франца. Давайте так. Когда у вас есть машина, которая около 5 метров длиной, у вас вот такой подход слева. Мы поменяли этот процесс так, чтобы мы могли больше делать одновременно с элементами автомобиля. Когда мы работаем в передней или задней части автомобиля,
мы можем большему количеству людей или роботов дать возможность работать с каждым производимым объектом. Соответственно, мы увеличиваем плотность операторов на 44% и использование времени и места на 30%. Также за счет того, что мы не используем какие-то сложные роботы для того, чтобы проникнуть внутрь автомобиля и вылезти из него, это, опять же, сильно упрощает и ускоряет сборку. Также мы совмещаем параллельную и последовательную сборку для того, чтобы гораздо меньше блокировать пространство на фабриках. И наш следующий производственный процесс выглядит примерно так. Мы строим только каждую отдельную часть, собираем отдельно, красим только то, что нам нужно покрасить. И все внутренние части, видите, присоединяются снизу, сверху, справа, слева, сбоку. И это означает, что мы больше работаем над автомобилем в течение большего времени. И затем вот эти субсборки мы собираем между собой только один раз. Соединяя стороны, вставляя батарею с сиденьями. И так же, как собирается кибертрак. В конечном итоге вы будете получать ту же самую машину, но только это будет уже не Model Y. Да, важный момент, что здесь в иллюстрации мы используем Model Y, но на самом деле будем так собирать автомобиль следующего поколения. И, конечно, для того, чтобы увеличить эффективность на порядке, нам нужно сократить используемую площадь фабрик. Мы планируем как минимум на 40% это сделать. И других ресурсов примерно на 50%. Да, я думаю, что для того, чтобы поставлять лучшие автомобили, несмотря на эти ограничения, нам нужно сделать их частью уравнения. И я бы хотел вам показать автомобиль следующего поколения, но, к сожалению, сделаю это позже. Всем привет! Я руковожу разработкой электродвигателей. Фабрика, которая за моей спиной, сейчас на 65% меньше и на 75% дешевле. Фабрики следующего поколения, которые будут использоваться для производства, например, транзисторов, мы выяснили, что мы можем тратить на 75% меньше ключевых компонентов для того, чтобы масштабировать и удешевлять наши автомобили нового поколения. Они будут совместимы со всеми вариантами химии батарей. И, конечно же, если мы хотим, чтобы автомобиль нового поколения был более доступен, мы планируем сократить его стоимость на 50%, а двигатель будет стоить всего $1000. Мы не будем использовать редкоземельные элементы вообще. И это возможно только потому, что у нас великолепная команда, которая действительно хочет создать устойчивую экономику. Всем привет, добро пожаловать в Техас. Для кибертрака мы самостоятельно разрабатываем 85% наших контроллеров, но для следующего автомобиля мы уже будем делать 100% всех контроллеров и компонентов. Спасибо, Дэвид. Спасибо, Пит. Меня зовут Ашот Келесвами, и я занимаюсь автопилотом. Как я сказал, решение масштабируемого автопилота заключается в том, чтобы и архитектура, и данные, и вычислительные мощности были абсолютно точно подобраны. И в этом смысле мы достигли цели, что с увеличением эффективности и комфорта и безопасности, конечно, мы видим увеличение объема использования в разы. Илон? Присоединяйся. Странно, да, видеть руки и ноги робота отдельно?
Когда мы показывали робота на AI Day, эти роботы вообще не ходили. Так что скорость развития, я думаю, очевидна. Мы на переднем крае искусственного интеллекта. И тот же искусственный интеллект, который управляет автомобилем, вы можете представить себе машину как робота на колесах, теперь используется в роботе, который использует ноги для перемещения. И я не думаю, что кто-то хоть немного столь же близок к решению этой задачи, как мы. Мы используем тот же компьютер, тот же софт для робота Optimus. Я думаю, что искусственный интеллект наименее оцененная, но наиболее ценная часть того, что мы делаем. Здравствуйте, меня зовут Ребекка, я отвечаю за инфраструктуру зарядки. Мы начали открывать наши сети по всему миру для других автолюбителей, больше 50% наших зарядок Supercharger в мире сейчас доступны. В Австралии мы запустились, и вчера мы открыли в Северной Америке еще 10 суперчарджеров для владельцев любых электромобилей. Мы начали создавать наши суперчарджеры четвертого поколения. Может быть, это не так важно, но у них более длинные кабели для того, чтобы заряжать другие электромобили. Я руковожу разработкой электроники. Сломает ли Тесла индустрию производства чипов? Нет. До этого нам нужно было 1000 человек для производства ключевых компонентов, таких как суперманифолд. Теперь это число 10. Всем привет, меня зовут Том Жу, я теперь отвечаю за производство. Присоединился в 2014 году и руководил нашим бизнесом в Китае и в регионе АПАК. А теперь я отвечаю за все гигафактори и буду говорить о том, как мы будем делать больше автомобилей быстрее. Рад поделиться, что сегодня утром мы произвели 4-миллионную Теслу. Если вы посмотрите на график слева, это производство Шанхая, количество часов, которые нужны на каждый автомобиль для производства сферы, существенно уменьшилось. А справа Fremont. Несмотря на то, что этой фабрике уже 6 лет, команда все равно смогла внедрить многие оптимизации и увеличить как производство, так и уменьшить число необходимых трудочасов. И эта фабрика поставила вчера новый рекорд. Также мы фокусируемся на том, как наиболее эффективным образом производить батареи. Как вы видите, в обычной батарее 2170 мы 5 раз меньше по сравнению с обычной батареей. Нам нужно в 5 раз меньше места для производства 4680. И дальше, переходя к Техасу, мы еще уменьшимся, переходя к Неваде. Также мы уменьшили количество частей и процессов. И это результат огромного труда команд проектировщиков и производства. И, конечно, мы рассматриваем не только сами фабрики, но и материалы, которые необходимы. Вот рисунок завода по производству лития, по очистке лития, который мы запускаем здесь, в Техасе. В 2003 году. В 2023 году начинаем производство. И в течение 10 месяцев мы хотим его запустить. А реальное производство запустить за год. И на этом, я думаю, мы можем завершить нашу часть по фабрике. Майк, энергия, шестое поколение наших продуктов, Megapack XL. Здесь производится в Калифорнии. Более 16 гигаватт часов уже поставлено в 60 стран.
И Мегапак является лидером рынка в эффективности, надежности, плотности энергии и простоте и дешевизне инсталляции. Сводя это все воедино, в начале мы сказали о том, что мы только в самом начале массового роста производства. Ну и, наконец, завершаем финансы. Если посмотреть на Model 3, наш самый старый массовый продукт, по сравнению с машиной 2018 года, мы смогли на 30% сократить стоимость производства. И, конечно, здесь нет вот одного рецепта. Мы улучшали эффективность во всех направлениях. И наша цель для нового автомобиля, нового поколения, еще на 50% сократить расходы. Поэтому снова, так же, как мы сделали в предыдущих автомобилях. Это очень важно, потому что с ростом доступности количество пользователей, которые могут купить наш продукт, резко возрастает. И это дает нам возможность экспоненциального роста. Вторая часть. И очень важно отметить, что улучшение в области обслуживания средств не приходит из какого-то одного действия, это огромное количество разных действий. Также второй аспект, который мы рассмотрели, это стоимость владения. В расчете на 1 милю, например, на 5 лет. Какие-то сравнения с Toyota. And we're already at a place today in the US where a base Model 3 on a cost per mile basis is less than a Toyota Corolla, which is the highest selling car in the world. The next thing on cost reduction I want to talk about is operating expenses. We spend a lot of time on our earnings calls talking about gross margins and product costs. We don't spend a lot of time talking about OPEX. But I think this is one of the really important parts of our story. So since 2018, we've reduced our non-GAAP OPEX 60% as a percent of revenue and 75% on a per delivered car basis. This is quite staggering. If we look at the SG&A side of this, I think the story here is pretty dramatic. So we're showing here a comparison of SG&A per car delivered compared to the traditional auto industry, which is both an OEM and the dealership network. And our estimates are that we're 60 to 70% lower on a per car basis. And if you turn this into dollars, this is many thousands of dollars per car. So to wrap up the finance portion of the presentation today, a couple of key messages I just want to leave you all with here is that we use innovation at an intense level to drive costs down and improve the efficiency of the business. And the reason this is so important is it allows us to improve product affordability. And this is particularly the case when we move to our next generation platform. Improving affordability allows us to comfortably make investments that grow volume, that volume generates cash, that then allows us to make more investments. And as we integrate that going forward, it's our belief as a leadership team here at Tesla that we're going to achieve unprecedented scale in the manufacturing space. And this is what's ultimately required to accelerate the world's transition to sustainable energy. Thank you all very much.